Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о актере Михаиле Боярском и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сотрудники команды Никиты Михалкова, известные советские и российские артисты почтенного возраста в борьбе за правое дело, практически каждый день сталкиваются с реальной опасностью для своей жизни. Увы, иногда это приводит к реальным трагедиям. Достаточно вспомнить, что только за текущий год пострадали такие известные артисты, члены комитета, как Вячеслав Добрынин, Ирина Муравьева, Вячеслав Малежик, Александр Домогаров, Борис Щербаков, дочь Никиты Михалкова, Александр Михайлов и некоторые другие. Однако на этот раз произошла настоящая драма. Михаил Сергеевич Боярский, который уже давно высказывал симпатию работе антикоррупционного комитета, на днях был принят в команду Никиты Михалкова с испытательным сроком на 1 неделю. И популярный актер, широко известный зрителям по роли Д'Артаньяна в фильме «Три мушкетера», был направлен на антикоррупционную проверку в город Ростов-на-Дону. В связи с тем, что Ростов-на-Дону является одним из самых криминальных городов Российской Федерации, в данный населенный пункт отправилась усиленная антикоррупционная проверка в лице Михаила Боярского, актера Юрия Назарова, актера Александра Панкратова-Черного и известного певца Александра Новикова. Сначала все складывалось очень удачно. Члены антикоррупционного комитета общались с местными зрителями, Александр Новиков дал небольшой музыкальный концерт, а позже сотрудники организации по борьбе с преступностью и коррупцией направились на открытие второго филиала антикоррупционного комитета в этом городе. Однако, как стало известно, Михаил Сергеевич почувствовал себя плохо еще с утра, ведь буквально несколько месяцев назад известный артист перенес обширный инфаркт, и по этой причине Михаил Боярский остался в гостиничном номере. Скрытые видеокамеры, установленные в гостинице, зафиксировали, что примерно в 12:00 по местному времени в номер Михаила Боярского зашли двое мужчин, которые представились корреспондентами местной газеты. Якобы они хотели взять интервью у Михаила Сергеевича и поинтересоваться его работой в антикоррупционном комитете и политической деятельностью его сына. Стало известно, что люди, которые представились журналистами, пришли к Михаилу Сергеевичу не с пустыми руками. Они принесли чай, фрукты и бутылку коньяка. Неизвестно, что именно попробовал Михаил Боярский, однако после визита журналистов известный актер оказался в реанимации городской больницы Ростова-на-Дону. Состояние Михаила Сергеевича критическое, он не приходит в сознание. После звонка в редакцию местной газеты удалось выяснить, что данные журналисты в организации не работают, и никакого плана интервью с Михаилом Сергеевичем не было. Пока остается предполагать, что журналисты могли являться представителями преступной группировки врагов и недоброжелателей антикоррупционного комитета, а отравление Михаила Сергеевича могло быть связано с его работой в антикоррупционном комитете или политической деятельностью его сына. В Ростове-на-Дону объявлена операция «Перехват». Пока лже-журналистов-преступников задержать не удалось. Состояние Михаила Сергеевича критическое. Несмотря на чрезвычайное происшествие, члены антикоррупционного комитета продолжают проверку в данном городе. На место трагедии выехали заместитель организации по борьбе с преступностью и коррупцией Александр Домогаров и член комитета Максим Дрозд. К слову сказать, за последний год в семье Михаила Сергеевича произошло много трагических событий. На данный момент его сын Сергей Боярский и внучка уже 2-й месяц находятся в СИЗО города Санкт-Петербурга по обвинению в коррупции, финансовом мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблением должностным положением.
Ну а год назад буквально вся Россия переживала за семью Михаила Боярского, ведь у его дочери, актрисы Елизаветы Михайловны Боярской, был диагностирован страшный диагноз – рак мозга второй степени. 38-летняя женщина давно не проходила медицинские осмотры и в октябре 2022 года была ошарашена страшным диагнозом. Борьба за жизнь дочери Михаила Боярского проходила несколько месяцев. Актриса была на волоске от смерти. Ей требовалась немедленная операция, которая стоила колоссальные деньги, и донор. Именно в этот момент крайне некрасиво повел себя родной брат Елизаветы Боярский, Сергей Боярский, который отказался помочь своей сестре финансово, хотя позже оказалось, что у него колоссальные суммы банковских счетов в России и в дальнем зарубежье. В итоге, чтобы спасти родную дочь, семье Михаила Боярского пришлось продать часть недвижимости, а самый главный вклад в выздоровление Елизаветы Боярской внес ее супруг, известный актер Максим Матвеев. Стало известно, что муж Елизаветы Боярской, чтобы спасти свою супругу и найти колоссальную сумму денег, стал донором своих внутренних органов, в частности, части печени. Максиму Матвееву удалось найти деньги и спасти свою жену, однако сам он получил серьезные проблемы со здоровьем и, по некоторым данным, до сих пор не пришел в форму. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков и член комитета министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в скором времени отправляются на доклад к Верховному главнокомандующему Российской Федерации. Никита Сергеевич Михалков намерен просить о значительном уменьшении зарплат для депутатов и министров. По словам Никиты Сергеевича Михалкова, те зарплаты, которые получают на данный момент чиновники, просто недопустимы. К примеру, на данный момент зарплата депутата Госдумы составляет 2 миллиона рублей, зарплата сенатора 3,5 миллиона рублей, а зарплата министра 12 миллионов в месяц. Однако жители Российской Федерации живут совсем по другим меркам. Средняя пенсия составляет 13 300 рублей в месяц, прожиточный минимум и того меньше – 10 200 рублей. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков уверен, что зарплату чиновников надо уменьшить не в десятки, а в сотни раз, чтобы потолок заработной платы был не более 150 тысяч рублей в месяц. Очень приятная новость из мира театрального искусства и киноискусства. У известной российской актрисы Глафиры Тархановой родился 5-й ребенок. На данный момент 40-летняя артистка чувствует себя хорошо. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает новости криминального характера из мира шоу-бизнеса. У известного певца Филиппа Киркорова, когда он находился на гастролях, был ограблен особняк. Помимо пропажи наличных денег и дорогой бытовой техники, пропала ценная скульптура, которую Филипп Киркоров покупал несколько месяцев назад в Италии за 8 миллионов рублей. На данный момент преступников задержать не удалось. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.